Слава Украине, привет всем от Полонского. Когда Трамп открывает рот, жди очередной гадости. Итак, цитата. «Я не хочу выбирать фаворитов между Россией и Украиной». Это просто можно охренеть. Значит, если так перефразировать на Вторую мировую войну, я не хочу выбирать фаворитов между Польшей и Германией. Я не хочу выбирать фаворитов между СССР и Германией. Я не хочу выбирать фаворитов между Японией и США. Ну, вот это все вписывается, как говорится, в сегодняшнее высказывание Трампа. Вообще Трамп боится даже пикнуть против Путина. Интересно, за какую там мягкую гузню там держит Путин этого, так сказать, президента? Это позорище сказать? Это не сказать ничего, но Магопитеков все устраивает. Их полностью, да, они полностью довольны. Интересно, что президент Украины Владимир Зеленский ткнул всю эту смердючую мага-кучу в собственное лайно. И сделал это просто мастерски и красиво. Он взял и опубликовал их собственный стейтмент, сделанный, по-моему, в 2018 году. Трамп президент. И все это дело, где он грозно и, так знаете, нелицеприятно говорит, что Крым – это Украина. И никак не иначе. А что сегодня? А сегодня Трамп и его подручные вот эти вот, не буду даже называть, кто они такие, вот эта вся шайка-лейка, заявляют, что, видите ли, президент Украины, именно Владимир Зеленский, сделал такую большую бяку и так насолил другу Владимиру, за которого Трамп так переживает, чтобы, не дай же бог, с плеши Владимира не слетел ни один волосок. Он заявил, видите ли, другу Владимиру, что Крым это Украина. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как такое могло быть? Как посмел Зеленский? И вы знаете, сразу взвыла вся вот эта недошобла вот этих вот наших недоблогеров, которые сбежали за границу и сидят там, гавкают, черти откуда. Не под ракетами же, они же сидят кто в Польше, кто в США, кто в Германии, кто еще хрен знает где на Папуа-Новую Гвинею сбежал без штанов, драпал там. Вот. Но гавкать из-за границы гавкают. И все на кого? Конечно же, на президента. Кто виноват? Конечно, Зеленский. Кто не виноват? Конечно, Трамп и, конечно, Путин. Замечательно. Просто замечательно. Запустили все консервы. Да, все, кто, всю шушваль, которая была, всех запустили в ход. Сегодня просто, вот как сорвались вот это вот шобла заграничная, сбежавшая, да, все как сорвались, скажите Зеленскому, чтобы он такого не говорил, это ранит огненное сердце оранжевого орангутанга, как вы можете оскорблять оранжевого орангутанга, он же такой хороший, смотрите, какая у него прическа, он так любит, а кого он любит, кстати, да, хороший вопрос, кого любит оранжевый орангутанг, я не знаю, например, да. А, кстати, а кто такой оранжевый орангутанг? Ну, каждый понимает по-своему, тут же такое дело. Я не знаю, кто это. Да, так вот, если серьезно, друзья мои, Зеленский ткнул, конечно, носом всю эту шоблу в собственные слова Трампа. Трамп боится даже пикнуть против Путина. Хороший вопрос, почему он боится против Путина пикать. Вот. А лоббисты, ну это не лоббисты, это трампошобла там в Вашингтоне. Вся эта гоп-компания советует, дает такие вот, знаете, советы, чтобы Зеленский ничего не говорил, чтобы он молчал. То есть Зеленский не должен говорить о том, что Крым это Украина, Херсон это Украина и так далее, и так далее. Почему вдруг он должен молчать? А чтобы Зеленский молчал, то по нам прилетали ракеты. Это так получается? Это в качестве воспитания к нам послали? А тогда спрашивается, а чей это заказ на ракеты? Ну, как-то странно получилось. Зеленский говорит, что Крым это Украина. Трамп просто вылетает из штанов, куча возмущения. Против кого? Конечно же, против Зеленского. Потому что Зеленский заявил очередную вещь. Которую, кстати, заявлял сам Трамп. За Рубио даже буду молчать. Это сейчас у него язык в заднице путинской. А тогда, пару лет назад он был ястребом. Но видите, как 30 сребреников все меняют. Да. Сейчас он тише воды, ниже травы. И смотрит другу Владимиру в глаза. И моргает вот такой, да? И моргает, да, очень сильно моргает. Чтобы, дай же бог, друг Владимир не подумал чего-нибудь не того. Да. Вот, то есть советуют они Зеленскому ничего не говорить, повскрывали все консервы, которые гавкают сейчас, да, со всех утюгов, ну, откуда возможно, да, с всех помоек точнее, вот, чтобы Зеленский молчал.
Да, друзья мои, и что все это значит? Да, а Путин одновременно в подтверждение этому всему, значит, насылает на нас целое сонмище ракет. Было шесть ударов по Украине, в основном по Киеву шло, но и по другим городам. Тут тоже прилетело, там по Павлограду, по Харькову прилетело, я знаю, еще я уверен, что прилетало. Вот. Но ничего, ничего, как-то мы это все переживем. И что интересно, что вот то, что говорит сегодня Трамп и его гоп-компания, это практически то же самое, что говорит та же самая Машка Захарова. Вот она сегодня сказала, что вот практически дословно то, что она сказала. Вот видите, Зеленский сказал, что Крым это Украина, а значит он не хочет мира. Замечательно как, а? Зеленский сказал, что Крым это Украина, это значит, что он не хочет мира. И гоп-компания кричит вслед за ними, да? То же самое говорил Трамп. Вот разницу, вы видите, улавливаете вообще разницу между выражопываниями Трампа и Машки немытой башки? Я не вижу разницы какой-то. Они говорят то же самое. И я вот одного не могу понять. Смотрите, если Трамп не предлагал Путину подарить ему Крым, не предлагал, то зачем так было вообще возбуждаться на эти слова президента Украины? Ну зачем? Если ты этого не говорил, тебя это не касается. Вообще пропусти это мимо ушей, иди дальше. Иди дальше, рассказывай магопитекам, какой ты великий, как ты вводишь против всех тарифы, потом выводишь, потом опять вводишь, а потом ты уже хрен знаешь, где какие тарифы. Вот. Но иди им рассказывай, это у тебя благодарная публика, они тебя будут слушать. Зачем ты делаешь из этого какой-то цирк? Если ты этого не говорил. Так ты, получается, это говорил. Если у тебя это просто пена изо рта летит, и у тебя, и у твоего доброго, хорошего, сердечного друга Вована. А, кстати, ты знаешь, что твой добрый, хороший, сердечный друг, который сидит в Кремле, признал талибов кем? Правильно, он признал талибов хорошими, договороспособными парнями из Афганистана. А кто там по башням бахнул? В 2001 году. Что-то напомните мне. Эти же самые договороспособные парни. Они там это все строили. Ну, по крайней мере, по большей части оттуда это все планировалось. Не находите? Ничего странного. Вот у меня просто сплошные, знаете, вопросы по этой теме. Да, так вот, и еще один момент. Сразу же, кстати, да, хорошо, окей, мы преувеличиваем. Трамп такого не имел в виду, он не говорил. А почему Европа, то есть ЕС, выпускает стейтмент, где говорит, что они не признают ни при каких обстоятельствах оккупацию Крыма Россией. Стоп, если Трамп этого не говорил, то какого будем говорить? Европа должна была выпустить такой стейтмент и заявить, что они этого не признают. Ведь тогда и нету почвы, как говорится, если этого не было. Так Трампу нечего было бушевать. Ну, потому что не было, это его не касается. А Европа не выпускала бы тогда стейтмента о том, что Крым это Украина, потому что, опять-таки, нет предмета для споров. Все согласны с тем, что Крым это Украина. Ну, вы все поняли, короче говоря, да? То есть на сегодняшний день мы видим такую, знаете, спайку между Кремлем и Бледным домом. И вот эта спайка, по всей видимости, да, и удар одновременный, чтобы, да, Зеленский заткнулся, как говорится, пошел удар по Украине ракеты, просто гигантское количество ракет, шахедов, различных ракет, различных типов, это все одновременно, это все волнами, это, короче, капец. Вот, я об этом целый ролик записал. Это, знаете, такое впечатление, что они просто нас таким образом запугивают, одни и вторые. Вот, и, ну, что тут можно сказать, друзья мои? Конечно, хочется пожелать Зеленскому, чтобы он не шел на поводу этой всей шоблы. Он все делает правильно. Смотрите, чем больше шумят враги Украины, чем больше они пищат и заливаются, криком заходятся, да, вот, значит, тем правильно и делает, видимо, украинское руководство. Видимо, это правильно, то, что сейчас происходит. Вот, ну а посмотрим, чем это все закончится, как говорится. Но я знаю одно. Трампопут коллективный хочет капитуляцию Украины на условиях Кремля. Вот это очевидно. По-моему, это очевидно любому абсолютно здравомыслящему человеку. Потому что Трампу абсолютно наплевать на Украину.
Абсолютно, да, то есть его это вообще не интересует. Он пытается это себя спихнуть, но он пытается это себя спихнуть таким образом, что наработать себе очков. То есть он хочет там к 100 дням своего этого бездарного правления показать хоть какую-то победу, хоть что-то показать, потому что там обкакался, там обпукался, там тоже обкакался. Везде он обкакался, а Украина, вот тут единственный, как говорится, у него момент, где он мог бы показать какое-то достижение за счет Украины, конечно. Мир, конечно, нужен, и мир будет, он будет достигнут. Но просто не надо нам выламывать руки, и не надо подгонять под какую-то дату, как это было при ЦК КПСС, там в те годы еще, помните? Вот, что к 7 ноября взять там 30% плана, 300% плана, победа трудовая к 9 мая, ты твою налево. Вот это Трамп сейчас делает то же самое в США. Он просто возрождает совок, только немножко в другом обличии и немножко по-другому. По сути дела, по своей сути, это совковая форма правления, диктаторская форма правления. То, что он сейчас там в США творит, при руководстве любимого президента, при руководстве дорогого президента мы вот это сделали. Не напоминает Ким Чен Ына? Любимый лидер, да? Вот это же я, да. То есть позорище несусветное, и пропасть, углубляется пропасть между США и Евросоюзом, пропасть уже просто гигантская. Вот, углубляется, ну, пропасть между трампистами и Украиной. Это и так понятно, что они просто с другой стороны, потому что они пытаются за наш счет порешать свои проблемы и, значит, показать, какой Трамп красивый. То есть вы знаете все, мы вообще там, вообще вас на ноль помножим, расскажем, что скажите спасибо и за это. Вообще Трампа, знаете, ему кажется, вот вообще, знаете, за что он ненавидит Украину? Просто за то, что Украина сопротивляется, и просто за то, что Украина сделала то, чего не может сделать, чего страшно боится Трамп, это Россию, да, Украина надавала по морде, вот, чего он страшно боится, это Трамп, а мы просто взяли и дали им в рыло, понимаете, и вот за это он нас и ненавидит, потому что де-факто пример Украины показывает, насколько ницей, ничтожной и никудышней является нынешняя политика, нынешней американской администрации. Вот, собственно, и все.